Добрый день. Решил, вернее даже не решил, решил попробовать сделать чехол на швейную машинку. Сейчас на обыкновенной вот этот самой бумаге образец, делаю. А потом по образцу этому вырезаю ткань, и буду сшивать. Длина получается 38 и плюс по каждому краю по 1 сантиметру, то есть 40. Так, 40. Тут у нас получается вместе с вот этими, куда шпульки сувать, катушки, тут у нас 30 сантиметров. И плюс 2, 32 сантиметра. Тут у нас машинка получается уже, тут у нас шире. Естественно, я пошире буду делать, потому что в одном видео я смотрел, девушка заморачивалась поуже, тут потом пошире. Я буду просто как по низу, делать, по широкой части. Тут у нас 15, значит 17. Так, вот так мы ставим. 17. Так. Дальше машинку отставили пока в сторону. Теперь склеиваем листики по этим размерам. Вот так у меня получилось. Это сюда. Это, понятное дело, с этой стороны. Так, теперь берем ткань и вырезаем. Ткань я купил плотную. Наверное, тут не будет видно, насколько она плотная. Плотная. Вот. А еще видео я посмотрел, там некоторые делают, но у меня нету такого типа поролон, или как он называется, чтобы стенки плотные были. Я решил сделать, взял вот такую тряпочку. Кто в Украине живет, знаете, что это за тряпочка. В АТБ продается. И вот между тканью прошью ее, и уже будет намного плотнее. Вот что у меня получилось. Это получается бок, это верх, и это вперед-зад. Теперь начинаем сшивать их. Одну ткань, получается, внутрь идет машинка, потом вот эта тряпочка, и снаружи опять ткань. Так. Так. И берем эту сторону тоже. Так. Эта сторона у нас здесь. Нам надо эти бутерброды вот так сшить. Я у одной женщины подсмотрел, я не знаю, такое делают или не делают. Вот эти бутерброды, они сильно толстые,
иголкой неудобно. Прищепками прищепляет. Ну то у нее не прищепки, у нее зажимы железные. Но я прищепками, чтоб ровненько и шло. Убегает. И неровненько. Сейчас, наверное, придется распарывать, думаю, еще раз. Шью-то я... Шью я второй раз. Первый раз жене футболку прострочил, там по низу. Я это не снимал. Там ничего такого смотреть нечего. Это второй раз, получается, шью. Так, берем вторую часть, так же само складываем. Я уже остальные стороны сшил. Осталась у меня последняя сторона, боковая. А потом останется верх. Вот что у нас получилось. Сейчас я камеру сделаю повыше. Вот так у нас получилось. Теперь останется сверху сделать. Ну и все, в принципе. Оно, конечно, как желе никакое. Я думал, поплотнее хотя бы будет из-за тряпочки. Так, теперь я сейчас возьму ткань, вот эти края, получается, повырезаю ткань. Я знаю, сколько там у меня получится. По 2 сантиметра полоски. И попришиваю, чтобы вот это, чтобы закрылось.
Так же самое внизу. Ну, внизу тут бутерброд поменьше, тут и 1 сантиметра, наверное, хватит. А может тоже 2, а потом обрежу. Все, пошил чехол. Я ж думал его не выворачивать. Ну, тут, конечно, страх и ужас внутри получился. Поэтому я вывернул, намного даже красивее получилось, чем я думал не выворачивать. Так просто раз задевается, и все, машинка защищена. Спасибо за внимание.